Блин. Я уже сел, и я уже влюблен. Почему? Потому что, ребята, я все вижу. Выдвигаем на себя. Опускаю вниз. Экран на том же месте. Я могу руль поднимать, опускать, задвигать, выдвигать. И я всегда вижу все данные. Я уже устанавливал в Tesla 3 разных экрана, но каждый из них по-своему интересен. Сегодня покажу вам вариант, который лично для меня оказался самым логичным. Особенно, если вам нравится минимализм Tesla, но вам хочется вернуть классическую приборную панель обратно. Это как раз тот случай, когда можно сохранить философию дизайна и при этом получить привычную информативность. И здесь решает одна деталь, которую многие сначала не замечают. Tesla изначально сделала ставку на минимализм. Один центральный экран и все. Хочется, чтобы скорость, режим и индикация были прямо перед глазами. Постоянно переводить взгляд в сторону не всегда удобно, особенно на скорости. Я предпочитаю ездить на полностью выдвинутой рулевой колонке для меня, но и самый важный момент – до конца опущенной. Что мы теряем, когда у нас экран установлен на торпеде? Вот мне сейчас нужно приподнять руль, потому что я вижу вот так. Рынок аксессуаров, и я вместе с ним моментально на это отреагировал. Ребята, сейчас мы с вами отправляемся в наш установочный центр. Купил и прикрутил. Все должно быть с документами, с бумагами и с разрешениями. Я устанавливал, тестировал разные экраны. Некоторые модели даже не попали ко мне на канал. Это всякие вот там на андроиде, потому что у них все подвисало. Но это антиобзоры делать нафиг. Лучше этот материал даже не публиковать. В общем, 2 года я гонялся, какую модель, какая диагональ, что лучше. Где-то мне перегораживает руль. Вот сейчас я еду, у меня в нижнем положении, в нижней точке находится, и на данный момент у меня вот я скорость не вижу, просто банально скорость не вижу. Мне надо руль приподнимать, либо сиденье опускать, чтобы начать видеть вот это вот. Я искал годами разные диагонали, разные модели. Не нужно было этого делать. Оказывается, решает момент, где он расположен и крепится. Ребята, взгляните на этот комплект. Этот выпуск не будет посвящен мануалу или полному гайду по инсталляции. Под видео будет ссылка здесь внизу, и вы можете посмотреть, как это все ставится. Проводка, все то же самое. AMD, Intel, никаких отличий, главное тут не перепутать. Если вы хотите переднюю видеокамеру, сразу же пишите продавцу, то что я хочу переднюю камеру. Этот экран поставляется вот с этим пластиком. Между нашим рулем и торпедой расположена рулевая колонка. И она закрывается этим пластиком, и в конце у нас там есть кожаный кожух. В него мы будем устанавливать экран. И в чем же плюс? Ребята, огромный. Ты можешь регулировать руль вверх, вниз, от себя на себя, и ты всегда одинаково видишь перед собой экран. Еще ни одна компания по инструменту не предложила сотрудничать, поэтому кручу вот таким старым ноунеймом. Все экраны имеют 3 контакта. Питание, данные и передняя видеокамера. Всегда применяйте проводку из комплекта. Это именно мой любимый F2.8. Это замечательно. И скорость будет здесь посерединке. Просто здесь старая прошивка. Вообще круто. Ну, гениальность этой системы. Вот он, наш пластик подрулевой. Есть сразу же выемки для проводов. Где брал? В компании Henshaw. По моему промокоду 20-25% скидка. Заходите на весь ассортимент и не только на Tesla, вообще на многие-многие электромобили. Рекомендую. В комплекте 3 болта, на тот случай, если один вы похерите. Лерочка, покажи вот так вот сверху, просто как я буду закручивать. Я сейчас демонтирую мой 10-дюймовый экран. Это модель S11. Ребята, если вам нравится экран, который устанавливается вот сюда, никаких следов здесь нету. Уже больше года у меня установлены разные экраны. Каждый раз снимаю, ни единой царапины. Не, ну прекрасный экран. У него есть функции. Там, посмотрите, короче, видео. И двери открывает, и предподогрев батареи. Дофига всего, но мне этого ничего не надо. Мы демонтируем вот эти пистоны. Это наш оригинальный пластик. Сейчас нам нужно будет демонтировать вот этот кожух переходной, который у нас складывается. Все готово. Раз, два, три, 4. И по бокам крючочки накинули.
Не, ну хэндшоу, ребят, браво, посмотрите просто. Один в один, все в штат. И смотрим, чтобы на пути наших клипс не было провода, чтобы его не перерубило. Задвигаем. Идеально. Два наших провода. Один видеосигнал, другой уже там питание и данные. У нас остается свободный ОБД разъем. Пожалуйста, не проблема, можно использовать, подключать дальше всякие разные устройства. У меня их здесь множество, и команда, регулировка сидений, в общем, дофига всего интересного. Я помню, у меня в Telegram комьюнити, всем передаю, кстати, привет. Помню, парень тоже себе что-то устанавливал, и у нас весь чат полдня обсуждал, как снять и поставить обратно порог. Это была целая спецоперация, потому что новая машина Юнипер, и там все по-другому, не так, как на всех Теслах. Но оказалось, что все то же самое, абсолютно. Всегда, когда мы устанавливаем экран, нужно подключиться к интернету и скачать обновление. Блин, я вам сейчас обязательно сниму свои эмоции, но я уже сел и я уже влюблен. Почему? Потому что, ребята, я все вижу. Выдвигаем на себя, я сижу в удобном положении, я вижу полностью экран. Опускаю вниз, экран на том же месте. Я могу руль поднимать, опускать, задвигать, выдвигать. И я всегда вижу все данные. По настройкам здесь ничего у нас особенного нету. Выбираем, какая у нас машина, модуль 3, New. У меня всегда установлен ночной режим, дневной я никогда даже в Тесле не использую. Вот здесь мы можем поменять с вами тему. Здесь всего лишь два варианта. Это у нас мили, километры, Android Auto или CarPlay. Ну а тут мы проверяем наши апдейты. Включается этот экран быстрее всех, которых я тестировал. Просто моментально вы открываете дверь, и он сразу же вас встречает. У нас подсвечиваются помехи на дороге, какие будут. Анимация капота. Сейчас мы закрываем с вами капот. Все замечательно. Давайте откроем багажник. Видите, она его слегонца приоткрывает. Если мы включаем драйв, ограничение скорости, когда мы поедем, будет отображаться давление в шинах. Если мы нажмем в эту зону, гораздо удобнее видеть километры всегда на экране. Это текущая поездка. Видите, отображается трип, сколько минут, какая дистанция, какое время, средняя скорость. Ну, просто замечательно. Вот эта анимация шкалы, когда ты едешь, нажимаешь на педаль газа, все прекрасно работает. Если вам это ничего не нужно, пожалуйста, берите, включайте тот скин, и там нету всех этих лишних данных. Полноценный CarPlay, давайте мы сейчас подключим и посмотрим. Он работает, достаточно всего лишь подружить устройство один раз, и будет отображение. Ну вот, ребята, скорость находится ровно вот здесь посередине, как мне это и надо. У меня нету привязки к положению руля, вверху он или внизу. Анимация здесь какая-либо отсутствует, но в этом как раз таки и прелесть. Какие я бы экраны не разбирал, везде к анимации, к теням есть вопросы. Каждая цифра идет последовательно. Как бы мы с вами не разгонялись, она как на секундомере. Все цифры довольно-таки быстро пробегают. На других экранах у нас бы был с вами рассинхрон. Тесла показывает каждый километр, а экран начинает перескакивать в зависимости от интенсивности ускорения. Графику, все остальное я вам сейчас показываю, как работает передняя видеокамера. Меня очень устраивает функционал. Поэтому, ребята, вот это мой самый любимый экран. Я покажу вам еще много чего интересного. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был канал EV Пират. До новых встреч!